Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и все те, кто у меня на канале в первый раз. Я продолжаю курс «Как сделать диван в скандинавском стиле своими руками». Это второй урок. Здесь мы будем создавать каркас в программе Autodesk Inventor. В прошлом уроке мы сделали эскиз, и я там на самом деле допустил ошибку. Вот этот размер я поставил не с той отметки, которая нужна. Поэтому мы его удалим и проставим новый размер. И еще один размер я не указал по высоте. Все, вроде как добавил. Единственное, что я сейчас включу, это включу рамку с логотипом. И отключу направляющие. Вот так может выглядеть эскиз для клиента. На самом деле здесь еще может быть обозначение вашего дивана. Сейчас мы переходим в программу Autodesk Inventor. Первым делом нам нужно создать проект. Нажимаем на проекты. Здесь выбираем создать новый однопользовательский проект. Далее имя проекта. Диван это называется Luciana. Выбираем папку проекта. Создаем папку с аналогичным названием и нажимаем ОК. Здесь нажимаем «Готово». И сразу давайте перейдем в библиотеку материалов и добавим нашу библиотеку материалов, которую мы создавали до этого. Как создать библиотеку материалов, я показывал в своих прошлых видео. Так что, если вы не знаете, как это сделать, вы можете посмотреть в прошлых видео. Нажимаем «Открыть» и жмем «Готово». Нажимаем «Да». И давайте создадим первую нашу деталь. Открываем основные, деталь. При создании детали у меня открывается сразу же эскиз. Как сделать так, чтобы у вас точно так же сразу открывался эскиз? Заходим в файл, параметры, здесь переходим на вкладку деталь и нажимаем в плоскости X, Y. Если вы не хотите, чтобы у вас автоматически создавался эскиз, нажимаете не создавать и здесь нажимаете применить. Сейчас мы создаем прямоугольник и внизу у нас подсвечено синеньким 52 мм. Туда вписываем длина равно 1450. Я нажал Enter, на самом деле должен был нажать клавишу Tab, поэтому сейчас мы нажимаем еще раз размеры, выделяем эту линию, вытягиваем в сторону и здесь пишем ширина равно 100. Сейчас поставим 100. Дальше нам нужно наш эскиз отцентрировать по начальной точке координат. Выравнивание зависимости вертикальности сделаем. Выбираем среднюю точку на этой линии и нажимаем на точку начала координат. Также сделаем выравнивание по горизонтали. Нажимаем среднюю точку боковой грани и нажимаем на точку начала координат. У нас эскиз стал черным, это значит, что он привязан по всем параметрам, то есть по размеру, по зависимости прямого угла, по зависимостям к начальной точке координат. Жмем применить. Сейчас нажимаем преобразовать в листовой металл. Для нас это будет листовой материал. Дальше в параметрах по умолчанию здесь выставляем миллиметры. Снимаем эту галочку и здесь указываем 12 мм. Применить. Дальше нажимаем на грань и у нас убирается сразу же грань и здесь нажимаем применить. Наша первая деталь, она имеет толщину, длину и ширину. Если мы зайдем в параметры наверху, то мы увидим, что у нас здесь все наши параметры записаны: толщина, длина, ширина. Здесь выставляем галочки. У меня галочки сейчас не показаны, потому что какой-то косяк программы. Формат дополнительных свойств. Здесь выбираем номер, здесь выбираем точность 0. И ставим галочку применить к существующим параметрам одного типа. То есть это к нашим параметрам, которые мы выбрали: толщина, длина, ширина. Нажимаем ОК. Здесь нажимаем готово. Проверяем, что у нас галочки стоят. Да, вот у меня одна галочка, вторая, третья. И теперь к нашей детали нужно применить материал. Раскрываем список материалов. Мы добавляли библиотеку материалов свою. Кстати, я эту библиотеку материалов сохраню на диске и предоставлю вам доступ. Если вы хотите сами создать, то посмотрите предыдущие видео. Я оставлю подсказку, где посмотреть мои материалы. И здесь уже выбираем фанера
12 миллиметров. Вот так вот мы создали деталь, у которой есть свои параметры, но здесь на самом деле не хватает определенных свойств. Это, как я во всех видео говорил, о том, что нам нужны шаблоны, нам нужна автоматизация, чтобы все наше проектирование занимало меньше времени, меньше рутинной работы и больше творчества. Поэтому мы сейчас к нашей детали давайте добавим сюда еще текстовые параметры, криволинейка. Здесь выберем несколько значений, создать несколько значений, да, нет, добавить, окей. И присадка, добавить текстовый параметр, присадка. Здесь также создать несколько значений, да, нет, добавить. Обращаю ваше внимание, что здесь должны быть параметры заданы без пробелов. Если у вас будут пробелы, то это может привести к определенным ошибкам. Пробел же не видно, поэтому при создании кода можно допустить ошибку. Нажимаем «Готово» и переходим в вкладку iLogic. Создадим форму. Формы, правой кнопкой мыши, добавление формы. И сюда сейчас перетащим длина, ширина, толщина и вот эти вот два параметра и нажмем ОК. Теперь у нас появилась форма, которая позволяет нам менять размеры. Допустим, 1500, 1450. Готово. Она нам нужна будет для создания шаблона. Шаблон — это такая, некая надстройка, которая позволит вам не создавать все эти эскизы, не идти путем добавления материалов, каких-то параметров, выставления вот этих вот всех галочек. Вот, поэтому мы сейчас делаем шаблон на деталь, а потом уже этот шаблон будем использовать в построении всего каркаса. Дальше переходим в правила, деталь, правой кнопкой добавить правило, и давайте сначала добавим правило вызова этой формы при создании самой детали. Пишем форма, нажимаем ОК, и на самом деле давайте сейчас сюда что-нибудь напишем, не обращаем внимания на это, закрыть, и у нашей формы добавим название, редактировать, и вот здесь вот форма, напишем размеры. Нажимаем ОК. Открываем нашу форму. Открываем правило форма. И здесь нам нужно сейчас показать форму. Смотрите, есть два вида, модальный и немодальный. Мы сейчас выбираем немодальное для того, чтобы у нас была возможность еще как-то спокойно выбирать другие позиции при открытой форме. И здесь прописываем название нашей формы. Мы написали размеры. Нажимаем сохранить и запустить. Вот у нас открывается форма, которая может вызываться в момент создания. Теперь нам нужно перейти в управление, запустить инициатор событий и эту форму затянуть в новый документ. То есть при создании нового документа у нас всегда будет открываться эта форма. Дальше нам нужно сделать еще одно правило: присвоение артикула и наименование нашей детали. Вот здесь вот, если мы сейчас щелкнем правой кнопкой мыши, свойства инвентор, мы увидим, что у нас нет никакого наименования, у нас нет обозначения, а нам это все будет нужно. У нас только есть здесь физические, которые можно обновить и посмотреть, что наша деталь весит 1 килограмм 157 грамм. Так что давайте перейдем в iLogic, правой кнопкой добавить правило и напишем артикул. Здесь сейчас нам нужно будет добавить первый код. Это присвоение наименования нашей детали. Переходим наверх, нашли свойство инвентор, наименование, щелкаем на него и сейчас здесь укажем равно. И опустимся чуть ниже. Здесь у нас где-то было вот имя файла. И нажимаем имя файла. Что это значит? Что когда мы будем сохранять нашу деталь, у нас наименование будет браться из названия нашего файла. То есть при сохранении мы там напишем, допустим, передняя царга, и у нас наименование будет попадать уже в наши свойства детали. И нам нужно будет добавить еще описание, description. Ставим равно и просто вот это вот наименование копируем, этот код копируем и вставляем сюда.
Что мы делаем дальше? У нас есть такие параметры пользовательские, как криволинейка и присадка. И как выглядит код нашей детали. Сейчас я покажу код детали. Вот так мы делаем код нашей детали, присваиваем обозначение нашему коду. Что мы туда пишем? Толщина, амперсанд, кавычка открывается, тире, кавычка закрывается, еще один амперсанд, длина, ширина. Нажимаем сохранить, и если мы сейчас, допустим, артикул выполнить правило, перейдем в модель, мы увидим, что у нас свойство инвентор в проекте обозначения стал артикул 12450-100. Это на самом деле очень важно. Но как же будут влиять вот эти вот криволинейка и присадка? Да, нет. Опять же, да, то есть такая деталь может быть не одна такого размера. Ну, в частности, это у нас будет передняя царга, и у нас еще будет задняя царга. У них размер, скорее всего, будет одинаковый. Но на передней царге у нас не будет ничего, а на задней царге у нас будет присадка. Поэтому давайте в артикул добавим еще код, который нам будет показывать, что у нашего артикула добавятся дополнительные символы. Давайте нажмем пробел, сделаем дополнительные пропуски, и сюда сейчас нажмем вот на эту конфигурацию. Это часть кода, и здесь укажем криволинейка, сохранить текущее состояние. Уберем вот этот вот код чуть выше, а здесь перенесем это все на одну строку. Что код нам это говорит? Если криволинейка да, то мы берем вот этот вот код, копировать, и здесь добавляем еще вот такие вот буквы. Если это криволинейка, то шаблон. Значит, мы берем толщину, длину, ширину и добавляем ШБ. После этого мы добавляем else, и здесь у нас будет вот такой вот обычный код. Но смотрите, нам же еще нужно добавить обозначение присадки, поэтому сейчас вот здесь вот внутри добавим еще раз вот эту вот структуру. По правилам VBA сделаем отступ. Вот этот код перетащим сюда. Сделаем еще раз ему отступы. И сюда мы запустим вот этот вот код присадка. Это на самом деле не надо. Да и если честно, даже вот этот вот код, он тоже лишний. Давайте вот это точно так же перенесем чуть выше. Сохраним эти параметры как исходное значение. И точно так же перенесем это все в одну строку. И смотрите, тут что получается. Если у нас присадка да, то у нас идет такой код, плюс еще надо сюда вставить PR. Если нет, то тогда шаблон. Вот это вот мы сейчас утащим вниз. А сюда поставим else. Вот у нас получается, если присадка, то у нас вот так вот, если присадки нет, то у нас соответственно код без присадки. Дальше, если криволинейка нет, то возьмем, скопируем вот этот код и сюда ставим вместо этого нет, поставим рядом. Если присадка да, то шаблон мы убираем. Это тоже можно удалить. И если присадки нет, то чистый код. Вот мы здесь сформировали наш код таким образом, что мы учитываем все параметры. Наименование нашей детали, артикул присваиваем, обозначаем, есть или нет присадки, есть или нет криволинейка, то есть нужен ли шаблон. И дальше нам нужно применить еще наш материал. Как это сделать? У нас здесь чуть выше есть свойство материал. Сейчас найдем свойство инвентор. Вот у нас есть материал. Нажимаем на него, у нас появляется здесь код. Дальше пишем равно, в кавычках пишем фанера.
Если вы используете мою библиотеку, то, соответственно, у меня обозначается оно так: фанера, пробел, кавычка закрывается. Дальше амперсанд, и здесь прописываем толщина. И дальше нам нужно обновить этот документ, и выбираем обновить по завершении. Жмем сохранить и запустить. Теперь на самом деле у нас получается так, что мы при выборе каких-либо параметров получаем новый код. Модель, правой кнопкой, свойства инвентор, проект. И вот мы получаем здесь артикул нашей детали уже с другими параметрами. После всех этих манипуляций мы заходим в файл, сохранить как, открывается у нас список, и сохранить копию как шаблон. Дальше у вас открывается ваше рабочее пространство, где у вас установлен Autodesk Inventor, где у вас подвязаны все ваши шаблоны, и здесь выбираете метрические и обзываете свою деталь так, как вам угодно. У меня уже сохранена она деталь из фанеры, поэтому я сейчас сохранять это не буду. А вам следует нажать сохранить. Допустим, мы выбрали деталь из фанеры и нажимаем сохранить. Вот, я сейчас эту деталь закрою, и дальше мы можем приступать уже к созданию сборки.